Зовут меня Сергей Михайлович. Я проведу для вас сегодня экскурсию по нашему предприятию. Хочу добавить, что это одно из старейших предприятий в России. 226 лет тому назад там была организована вольная табакерочная фабрика Петра Ивановича Коробова. Это был московский купец, который торговал галантерейным товаром. Ну и, естественно, будучи человеком предприимчивым, он понимал, что табакерочка в условиях, когда все нюхают табак, очень прибыльное дело. А из чего ее делать? В те времена существовали предприятия, которые занимались обработкой папье-маше и делали изделия из этого материала и в Европе, и в России. Ну, как у нас часто бывает, этим предприятием владели иностранцы. Андрей Иванович Аустен, как вот у нас принято называть, на самом деле он, конечно, не Андрей Иванович. Вот, Эк еще был такой. Для начала он поскакал, выражаясь образно, в Германию. Город Брауншвейг, где существовало крупное по тем временам предприятие Иоганна Штофвассера, который, ну, можно сказать, монополизировал всю лаковую деятельность на территории Европы. Это было крупнейшее по тем временам предприятие, 2000 рабочих. Представляете, сколько это все занимало и место, и главное, что ассортимент изделий был очень широк. Например, берут каменные часы. Они принято их делать было из камня, механизм. А Аустен придумал делать коробочку из папье-маше, декорировать под малахит, декорировать там под другой какой-то камень. Из маленьких частиц папье-машовых, то есть если переводить на русский язык, папье-маше — это жеваная бумага. Одним словом, отходы бумаг старых, тряпок перемалывалось вот это, ну, вернее, пропитывалось клейким составом. Вот, и маленькая матрица, пуансон, закладывается масса, отжимается, вот вам изделие. И вот таким манером они делали бронзовые какие-то имитации. То есть они вот эту штучку высушивали, проваривали, лакировали, наклеивали туда, скажем, золото сусальное, лакировали сверху, вот прикладываешь, полное впечатление, что это золотая или бронзовая деталь. И корпус такой серьезный. Внутри механизм, естественно, железный. И таким образом в несколько раз удешевлялось вот изготовление таких часов, которые с удовольствием покупали люди более невысокого достатка. Это были и ширмы, были курительные принадлежности всякие разные, бюро, которое было тоже очень модно в то время для письменных принадлежностей, столики различные, люстры делали из папье-маше. Одно дело, выливаете ее из бронзы, она очень тяжелая, ее крепить целое вот искусство и должен потолок выдержать. А папье-машовая, она очень легкая. Кстати сказать, в Архангельском, если будете там, есть такая люстра, называется она француженка. Она примерно на 48 свечей, если я правильно помню. Вот. А весит она 40 килограмм всего. А впечатление, что она бронзовая. То есть они вот таким образом заменяли дорогостоящие материалы на более дешевые. Итак, 1795 год. Технология производства была взята в Германии. В дальнейшем ее немножко усовершенствовали. В каком плане? После того, как французам дали под зад, под Москвой, и погнали их обратно, по пути исследований стали находиться предметы лаковые. И когда их расковыряли, выяснилось, что они, оказывается, не из вот этой вот массы штампованной, а они, оказывается, вот картон навивали, так или иначе. Вот, и потом дальше уже из них выпиливали, склеивали. И наши, в общем, взяли такое на вооружение себе. Таким образом, она у нас, технология, вот как бы из двух составных частей. На сегодняшний момент мы используем, конечно же, лаки, краски и шпаклевки промышленного производства. В прежние времена это было больше ручного. Во всяком случае, лак покрывной, это была целая такая вот монополия. И каждый за нее сражался, производитель. То есть вот от того, насколько было крепким изделие и насколько оно было прозрачным, вот это лаковое покрытие, вот это свидетельствовало качество.
Поэтому с 1795 года по настоящее время наши изменения в технологии, они относятся только к этому разделу. Лаки и краски теперь промышленного производства. Раньше олифа, порошок, какая-нибудь там глина в качестве шпаклевки. Но это я вам чуть-чуть подальше объясню, расскажу, где и в каком месте. Вот. А все остальное, как и тогда. Поэтому, значит, чтобы начать изготавливать шкатулку, мы должны для нее подготовить основу. Основа у нас вот из двух частей. Это называется навивка, и я надеюсь, вы понимаете, почему, да? Вот. И это приклад. Приклад для того, чтобы сделать крышечку и донышко. Как и в прежние времена, мастер разводит клейстер на основе пшеничной муки. Разводится в холодной воде, в дальнейшем немножко подогревается, консистенция густой сметаны, вот прям очень густой, 25, наверное, процентов, так вот. Дальше берется нарезанный картон. Вот там станок, на котором картон мы нарезаем на полосочки в соответствии с тем, какая навивочка у меня. Эти вот болванки для навивок. Итак, берется вот этот клейстер, берется болванка для будущей шкатулки и картон, нарезанный полосами. Потом я беру вот такую щетку, окунаю в клей, и вот я его намазываю. Дальше я беру навивочку вот так вот, прикладываю болванку. Картон уже влажный, он лучше натягивается, навивается. Вот, и видите, вот эта оборванная часть, она плавно переходит у меня. Нет ступенечки, выражаясь так вот, более наглядно. Дальше я вот дохожу до этого места и опять беру следующую частицу, намазываю и вставляю сюда. У меня опять здесь нет перепада по высоте. Он мягко переходит один в другой. И так я наматываю слоев 10 примерно. Ну, в зависимости от того, какой формы шкатулка и исходная толщина там стенки, предположим. Шкатулка будет не ровной прямой формы, а какой-нибудь вот такой. То есть мне нужно побольше набрать, чтобы я потом мог вытащить, и чтобы она была достаточно крепкой. Намотал я. Дальше ставлю гидравлический пресс. Для меня важно, чтобы вот эти штоки были по центру. И тогда, вот в результате подкладки, у меня вот так все сжимается очень плотненько. Вот, я держу минут 20, пока этот клейстер схватится. Отпускаю, вытаскиваю и ставлю в этот ящик. Итак, практика более чем 200-летняя показала, что в естественных условиях навивочки высыхают вот очень ровненько и очень хорошо. Видите, у нее какой звук? Она как деревянная, но это не дерево, это гораздо прочнее. Вот представьте себе досочку вот такой толщины. Вот так вот я ее согну, она раз и сломается. Папье-маше не ломается. Это очень нужно постараться. Дальше. Вот эти углы, за счет того, что это навито, они очень крепкие. Мужчины знают, фанера-то крепче, чем просто доска. Если вот по такой фанере начнете бить, вы кулак отобьете. А вот досочку вы можете сломать. То есть вот какая разница в крепости полуфабриката. Значит, я сделал навивочку, мне нужно сделать приклад. Делается попроще немножко. Опять же, но листы я здесь не обрываю. Единственная разница. Намазываю, накладываю следующий слой. Аккуратненько делаю так, чтобы это все совпадало. Дальше намазываю и так. Набираю пакет, допустим, из 10. Дальше не намазываю. Сверху кладу, снова намазываю и так и набираю, ну, штабель там, допустим, чтобы для 20 прикладин таких. Отправляю в горизонтальный пресс, зажимаем, минут на 20 опять же, чтобы все склеилось как следует. Дальше отпускаю, разбираю их по составным частям и также отправляю сушиться. 2 недели. Ни раньше, ни позже. Лучше не трогать, потому что в дальнейшем мы будем связаны с маслом, а масло и вода, сами понимаете, никак не сочетаются. Поэтому для страховки вот так вот, более чем 200-летняя практика, опять же повторяюсь, привела к тому, что именно через 2 недели, независимо от того, какой толщины. Значит, приклад и навивка у меня готовы. Есть, например, формы сложные. Вот, например, такие, да? Если брать вот так, прижать, и вот так прижать,
то вот эти места остаются пустые. В прежние времена мастера делали как? Обматывали веревкой и сюда вставляли клинышки. Таким образом прижимали все. Современное достижение. У нас есть пневмокамера. Выглядит как кастрюля с крышкой. Скороварка, помните? Вот хочу обратить ваше внимание, видите, какой формы может быть набивка. Вот сюда, в это выражаясь образно придернется. И в этой знаю, что мне, допустим, десятка или восьмерка варится здесь 3 минуты. То есть опустил, через 3 минуты поднял, масло стекло, и я его перемещаю в печь. Что очень важно здесь? Важно не переварить. Свойство масла льняного таково, что оно не банально сохнет, а оно скорее полимеризируется. То есть, апельсин, мандарин знаете. Вот этот, как он называется, мякоть ее, они такие капсулы. То же самое вот и в структуре решетки у льняного масла. Оно постепенно, из этих широких капсул, постепенно выпаряет влагу и сжимается. Таким образом происходит полимеризация. Когда у вас на поверхности, это происходит довольно быстро. А когда внутри? А еще сверху вот это закупоривается. Поэтому она, конечно, высохнет. Но это, знаете, как каменный уголь, да? Сколько лет нужно было пролежать дереву без воздуха, чтобы он превратился в каменный уголь. Так и здесь. Но для чего все это делается? Для того, чтобы вот этот материал, пропитанный маслом, он уже не боится воды. И он в результате клея и внутри проникновения маслом, то есть сам картон в себя принимает масло, и клей не отталкивает. Современные картоны нынче изготавливаются так, чтобы они отталкивали воду. И связующим веществом являются какие-нибудь акрилаты, ацетаты, которые с водой не взаимодействуют. Как целлофан, грубо говоря, отталкивают. А нам как раз и важно, чтобы масло пропитало все. И тогда этот полуфабрикат становится как дерево, как липа. Он и обрабатывается, вы увидите, как внешне с этой стороны, когда вот спил произойдет, даже слоев не видно от этого картона. До такой степени это становится монолитом. И, собственно, это придает нашей шкатулке такую вот неубиваемую историю. Поэтому я возвращаюсь к тому, насколько пропитывать. Такими кислород не проникал. Включаю печь на температуру 100 градусов, и она мне будет в течение 2 недель пыхтеть. Вот здесь я на бумажке пишу 25 октября такого-то года. Значит, через 2 недели я эту печку выключаю, она остывает, и я выгруженную основу, приклад и навивки уже могу передавать опиловщику, который из них будет делать шкатулочки. Навивочка. Что я делаю? Я ее подравниваю немножко. На шкуровальном станочке я беру, выравниваю эту поверхность на пиле вертикальной. Отпиливаю, чтобы это было ровненько, на шкуровальном станочке уточняю, чтобы были 90 градусов здесь. В некоторых местах видно еще слои картона, а вот здесь вообще не видно. Очень плотная получается масса. Что я делаю? Вот я ее подшкурил, подготовил. Мне предстоит сделать шкатулку. Шкатулки у нас 2 образцов. Один называется со шлюзом. Вот это часть крышечки, которая на корпусе вот таким образом будет. Это вот крышечка плоская. И сразу донышко начинается. И есть коробочки с пером. Когда у самой крышки есть внутренний объем, и у корпуса внутренний объем. Она вот так вот работает. Вот это вот называется перышком. Ограничение. А шлюз тоже делает ограничение, чтобы крышка не болталась. Вот таким образом. Видите, вот шлюз. Вот он находится внутри. Вот в качестве примера болваночка. Вот мне нужно из нее сделать вот такие шкатулочки. Я беру горизонтальную пилу. Здесь я обшкурил
чтобы было ровно отпилил. Дальше начинаю как колбасу нарезать. На вот эту высоту. Высоту. Дальше. Я ее, опять же, буду располовинить. Вот она у меня заготовка. Вот такой высоты шкатулка. Я отпилил вот такой кружочек, что ли. Дальше я внутри этого кружочка еще на определенной высоте делаю пропил. Я разделяю ее. Дальше, вот в этом донышке я опять же опускаю немного пилу и устанавливаю определенную глубину. И вот я этот краешек тоже спиливаю. Вот здесь примерно 5 миллиметров вглубь и где-то 4 миллиметра в высоту я оставляю. Вот я это пропиливаю здесь, 4 миллиметра, и стамесочкой вот это вычищаю. Ровно до того места, где у меня пила очнулась. Дальше я беру крышечку. Вот она у меня сейчас колечком будет таким. Ну вот образно выражаясь, вот так вот. Только это вот сердечная форма такая. Дальше я здесь в ней вырезаю внутри, чтобы она легла у меня вот сюда плотненько так. Вот. Дальше я вставляю шаблончик. У меня, правда, здесь нету. Чтобы у меня перекоса не было внутри формы. И беру прикладины необходимой ширины и приклеиваю. Здесь и вот здесь, сверху и снизу. На казеиновый клей. Вот там горизонтальный пресс ручной. Зажимаю. Примерно день он у меня будет сохнуть. Казеин, чтобы уж он просох, так просох. Дальше я разделяю. И у меня получается вот две составные части такие. Я их опять собираю. И обтачиваю сердечко все вот так. Дальше, если мне необходимо, я буду делать всякие закругления, там вот, чтобы уголочки у меня все ровненькие были. Внешний облик шкатулки я почти что сразу довожу до ума. Дальше мне нужно врезать в нее шарнир. Берется вот такая латунная полосочка. Дальше ригель. И мы вот эту латунную полосочку вот так сгибаем, обжимаем, чтобы у нас появилось такое вот звено рояльной петли. Все, здесь оно сжато хорошо, а здесь место, где может проходить проволочка. Я набираю шарнир. Вот это у меня пойдет в корпус, я подрезаю. Для чего? Для того, чтобы уголочки потом у меня не оказались пропиленными, и таким образом я расслабляю их. А когда здесь все склеено, и это здесь внутри, она достаточно крепко держится. Вот там у нас есть станочек такой с маленькой фрезой. И я делаю вот ступ небольшой, ну, на необходимое расстояние, там 3-4 миллиметра, выставляю пилу. И вот так делаю пропил. Жик, намечаю здесь и намечаю здесь, чтобы у меня шарнир был на месте. Дальше углубляю фрезой. Она кругленькая такая. Выбираю здесь и выбираю в крышечке. Корпус наставляю верхнюю вот сюда. Это для крышки. И надеваю крышечку. Все, я ее соберу. Будет выглядеть она примерно вот так. Шарнир вставлен. Все. Я делаю небольшой технологический зазор. Для чего? Для того, чтобы в дальнейшем лак, краска, шпаклевка, они дают свою толщину. И поэтому, чтобы было ровненько, мы здесь устанавливаем примерно 1,5-2 миллиметра. Такой зазор технологический. И вот именно в этот момент я начинаю сверлить вот здесь дырочки. Где места у меня? Здесь шарнир, здесь в крышке. Здесь в корпусе нанесение грунта и шпаклевки. Сейчас мы используем, конечно, промышленные грунтовки и шпаклевки. Для чего? Пористая поверхность. Она сама по себе, конечно, сейчас как основа может быть. Но вы же должны держать в руках гладенькую лаковую вещь, красивую, чтобы она и руку грела, чтобы не царапалась как минимум. Вот. Мы ее вышпаклевываем, а прогрунтовываем для того, чтобы туда уходило меньше материала. Он же впитывает в себя. И вот это создается такой барьер. Но поскольку тут масло в основе коробки, и в этой самой краске шпаклевки тоже масло льняное, оно монолитом становится. И вот это изделие, когда она закончена, отлакировано все, ну как скафандр. То есть вода туда внутрь не проникнет никак.
и оно выдерживает очень хорошо перепады вот, влажности. Конечно, оно не рассчитано на это, но тем не менее очень крепкое. Итак, загрунтовали, немножко прочистили. Раньше в качестве вот шлифовочного материала использовался просто порошок на тряпке. Пемза так называемая. Вот это все очищалось. Дальше я беру деревянный шпатель, готовлю из глины. Раньше глина была, теперь, конечно, шпаклевка промышленного производства. Беру этот шпатель деревянный и вот так вот все это зашпаклевываю, чтобы было гладенько, ровненько. Там берем воду, заглаживаем. Иногда бываем используем там скипидар или white spirit, чтобы тоже гладенько все это сделать. Дальше вышлифовывается и передается в следующую операцию. Черный лак, красный лак. Вот в прежние времена здесь использовалась киновая окись ртути. Порошок такой смешивали с олифой, красили внутри. Сажа, уж чего-чего в России, а сажи у нас было достаточно. Вот копоть из труб, смешивалась с олифой, готовилась такая черная краска. Надо отдать должное. Очень глубокий черный цвет. Вот сейчас, буквально недавно мы реставрировали одну работу старую, ей больше 100 лет. И вот наши краски, ламповая копоть у нас в арсенале есть, сажа газовая, скажем, виноградная черная, тио индиго, черные такие краски холодные. И только тио индиго попадает в тон. Но тио индиго холодный цвет, а это достаточно теплый. Так что вот у сажи газовой, оказывается, очень глубокий черный цвет. Теперь вопрос, почему красное внутри, черное снаружи. Это вот я свою точку зрения вам высказываю. Поначалу это были китайские изделия. Они были очень популярны в Европе, в России не очень, скажу сразу. Интерес к необычным изделиям, с какими-то необычными драконами, с какими-то необычными там растениями. И это было очень популярно в Европе. И эти товары восточные привозились в Европу. Потом наступил момент, когда европейцы подумали, а что это мы возим? Мы же сами умеем рисовать. Папье-маше мы уже научились делать, предметы из папье-маше. Конечно, вот самое главное это лак. А в основе китайских изделий лежал сок лакового дерева, которое произрастало в северной провинции, одной из северных провинций Китая. Вот европейцы, значит, туда экспедицию, это дерево стащить. Стащили, посадили. Не растет дерево в Европе, как не поливают. Попытались еще пару раз такие экспедиции. Удавалось, но ничего из дерева не выходит. Что делать? Обратились в Ближний Восток, Иран. Оказалось, сосна иранская дает наиболее крепкую и прозрачную смолу. Она называлась копал. И этот копал был в основе всех лаков, которые в Европе производились. Иоганн Штокбассер, я вам говорил, получил самый высококачественный. И поэтому это производство стало там развиваться. И оно развивалось как под Китай. Шинуазри. Даже вот стиль такой, китайщина называлась. Поэтому, само собой, красным внутри, черным снаружи. Мода кончилась. Решили свои сюжеты писать. Европейские. Там, красивых пастушек, дам, кавалеров. Эти вот какие-нибудь сценки такие приятные, пейзажные. Вот. А не задумывались особенно. Ну, красное и черное. Вполне себе оправданное сочетание. Ведь не важно, что внутри. Важно, что снаружи. Вот, они декорировали, там, скажем, под бирюзу, там, еще какие-то такие вот придавали декоративные элементы, золото наклеивали, перламутр вставляли. И человек достает табакерочку из кармана, ну, городскую, а она каменная, да и с золотом, да и с серебром еще сверкает перламутр. Ну, полное впечатление, что дорогая вещь. А на самом деле деревяшка, которая стоит копейки. И вот на этой основе этот рынок очень развивался. Ну и, как всегда бывает, из Европы перекочевал в Россию. И вот в России тоже особенно не задумывались. И таким образом я лично пришел к заключению, что это недосмотр какой-то. Не особенно это было важно. И черное можешь покрасить любым цветом. А вот красное внутри, ну оно как-то не вызывает отторжения. Ну привыкли, что человек не на голове ходит, а ногами, да? Вот так и здесь. Такая вот просто сила привычки и больше ничего особенного. Покрасили черным. И это нужно закрыть лаком. Вот самое дорогое в нашем производстве это лак. Чтобы здесь ничего не прилипало, лаком покрывали пару слоев и отдавали художнику на живопись. Художники у нас
на два лагеря делятся, выражаясь образно. Орнаменталисты, которые занимаются корпусом, чертят орнамент, пишут, и живописцы, которые оформляют крышку. И вот сейчас мы с вами поднимаемся в живописную мастерскую. Да? Посмотрите. Вы не торопитесь, вы как едете. Живопись, которая на ней нанесена, существует для людей. Итак, художник получает предмет, на котором ему нужно написать определенный сюжет. И вот я беру эту паталь пальчиком, вот на то место, где лак у меня, наклеиваю, аккуратненько, клейчиком, там все это разглажу. Алексей Борисович, вы не мешаете. И ваточкой дальше разглажу, все, я наклеил золото. Дальше я приступаю к следующей. А вот, кстати, вот обратите внимание, какая тонкая вещь. Вот так пальчиком провел, его нету. Вот до такой степени, а золото еще тоньше. Это вот паталь. Так что вот какая тонкая живопись. Дальше я приступаю к перемалевке. Что важно в перемалевке? Чтобы его начать, я беру пальчиком, маслице наношу, сюда натираю, так аккуратненько, чтобы мазочки у меня были мягкие и плавные. Какое масло? Льняное масло обыкновенное. Мы используем скипидар, чтобы мыть кисти, и льняное масло, чтобы добавлять краски. Где-то пожиже сделать, где-то погуще. Вот. Дальше я начинаю прописывать все детали. Вот придавать фактуру скалы. Дальше в кокошнике я прорисую все эти вот бусинки, все узорчики, все. Глазки прорисую, носик там, да-да-да-да-да-да, и закончу вот внизу, выражаясь вот так. То есть я все прорисую. Дальше я опять ее сушу, дальше покрываю лаком, дальше опять промасливаю и приступаю к третьему этапу, бликовка. Что для бликовки важно? Важно, чтобы вот то, что должно быть ярким, я должен вытащить, сделать ярче, может быть контрастнее, там мазки какие-то ударить. Даже слово бликовка, да, эти уже как-то подчеркивать. Бликнуть, где-то ударчики сделать. А где-то я уже перестарался, и бант этот красный, он мне не нужен здесь, я его должен сделать помягче. Я беру какие-то более мутные краски, раз, его подбиваю, и он уходит на второй план. Вот таким образом, в 3 этапа я заканчиваю живопись. Как я уже говорил, орнаменталисты на корпусе могут здесь нанести орнамент, и я несу ее на заседание художественного совета, сдаю. Что касается корпуса, вот здесь имитация под малахит. Как это все делает Ноносов, например? Ну или каждый художник, который бы вот это вот дело делал. В водичке обыкновенной я на палитре готовлю зеленые краски там. Ну, в данном случае Ноносов использует алюминиевую пудру. Она смешивает его с маслом, со скипидаром и потом капает в эту ванночку с водой. Дальше она берет палочку и вот какие-то узоры заворачивает. И в этот момент она понимает, а вот этот узор ей нужен. Хоп! Корпусом макает туда, и этот узор запечатлевается здесь. Краска прилипает к корпусу, а вода стекает. Высушиваем. Дальше покрываем лаком. И дальше Ноносов наберет зеленую красочку прозрачную, а то и непрозрачную. И начинает вот это вот все обрабатывать зеленым, это расплейцовывая. Таким образом у нас начинает появляться перламутр. Дальше она возьмет еще краску корпусную и постарается сымитировать вот этот вот настоящий живой малахит каким-то образом. А может и не сделать. Дальше она опять может наклеить, если необходимо, золото, нарисовать на донышке эту ящерку. И таким образом живопись в 3 этапа заканчивается. Живопись мы закончили. Полировку я вас не поведу. Помещение маленькое, там 2 человека. Начало работы. Вот мастер. Да. Вот мастер. Работает. Вот это тоже корпус, а это начало работы. Это еще не... Но уже красиво. Нет, не знаю. Уже красиво. Спасибо вам за ваш труд. Сейчас Молодцы. корону ей нарисую, да.